Ну что, здравствуй, Лос-Анджелес. Поехали гнать по Лос-Анджелесу. Pueblascus Airlines arrived to Los Angeles. Я сейчас нахожусь на пляже Санта-Моника, который находится от 25 до 30 минут на машине от центра города Лос-Анджелес. Значит, что на этом пляже есть? Он очень людный, он очень населенный, парковки здесь огромные, а толпа людей, она просто нескончаемая. На этом пляже есть Санта-Моника Пирс, исторический пирс с аттракционами, колесо обозрения, аквариумами, отличными артистами. Отличное место для фото и прогулок на закате. За моей спиной можно видеть, что там есть аттракцион, где дети резвятся. Также можно увидеть поток людей, нескончаемый. Еще здесь очень широкий песчаный пляж. Это одна сторона, есть еще вторая сторона. Идеальный просто для прогулок, для вечерних, то, что мы видим в фильмах. Эти все аллеи с пальмами, они с правой стороны находятся. Это именно этот пляж. Здесь очень много велодорожек. Можно снимать и скутера, и велосипеды, и очень много людей, отдельные дорожки, по которым они могут кататься, наслаждаться закатом. Почти уже закат, уже вечер, да. И также здесь есть магазины и кафе. Это всякие лавочки, где можно закупить что угодно. В общем, всякая всячина. Самое лучшее время, конечно, это с утра и до заката посещения, да, то есть он не закрытый пляж, он открытый. Но в будние дни здесь гораздо меньше людей. Я сегодня нахожусь в субботу, и здесь просто реальная толпа людей. Парковки здесь находятся рядом, но чем ближе ты находишься к главному пирсу, тем дороже. От 10 баксов даже достигает до 50 баксов суммы. А вот вечером здесь гораздо прохладнее. Вечером лучше бы взять куртку, потому что как только садится солнце, становится довольно-таки прохладно. И само море, оно довольно-таки буйное. Даже сейчас мы можем видеть, что волны довольно-таки большие. Что могу сказать? То, что пляж реально населенный. Я не скажу, что я здесь хотел бы находиться весь день. Абсолютно не хотел бы находиться. Но ради интереса, да, интересно приехать посмотреть. Классно. Тут еще очень много летает вертолетов. Сейчас мы не видим, но буквально пока шел по тропинке к главному пирсу. Прямо они летали тудым-сюдым. И летают тут еще спасательные вертолеты. Но что я могу сказать? То, что вон есть спасательная будка, та самая знаменитая. Вон она. Которая снимает, значит, фильмы. Сегодня свежо, тепло, народу много. И, честно, хочется уйти быстрее. Но если только ты не приехал, конечно, загорать, потому что места, просторов просто много. Здесь реально много места для загара. Потому что есть одна сторона, вторая сторона. Но эти люди, это просто красавцы на блюде. Пострелять. Посмотри, что я нашел. Вот, эти, помните, эти американские всякие стрелялки, где много игрушек? На этом пляже подумано про развлекаловку. То есть, если ты приходишь с детьми, как аттракцион, а это всего лишь только одно здание. Здесь полно всякое всячина. И здесь мы видим именно американские всякие развлекательные игры. А если ты решил на Санта-Монике покататься на колесе обозрения, на карусели, то вот тебе цены. Что там по ценам? Хорошие цены, да? Пляж огромный. Сил на него вообще. По нему гулять вообще нет. Но единственное, да, где-то что-то красивое, но я не скажу, что прям супер все новое. Все уже видно, что поносенное, но красиво. Но единственный минус, то, что мне не нравится, вот то, что мне реально не нравится, так это везде, в основном везде, воняет травой. Просто вдохнуть невозможно. Бывает даже такие места, что прям, ох. И так бывает, что, например, в Вегасе жара, ты идешь душно, а там еще травы воняет. Так себе развлечение. Здесь более, конечно, в Лос-Анджелесе прохладней, но травой все равно даже на пляже воняет. Интересный факт в том, что на пляже написано, что мусор надо только выбрасывать в урнице, в мусорнике. Мусорница, кто как говорит, что типа штраф и так далее. Но по факту пляж грязный. Он реально грязный, он неухоженный.
И везде мусор, абсолютно везде. Вон даже тут видно. Ну ладно, там птицы птицами, а то, что сами люди оставляют с собой. Не скажу, что самый чистый пляж, видал и покруче. На пляже Санта-Моники есть знаки. А в случае цунами все должны прям прятаться. За моей спиной вот видно. Видимо, цунами хорошо накрывало эти стенки. Но то факт, что здесь еще есть домики пляжные. И это частный сектор. Но я думаю, что, скорее всего, они сдают туристам, по-любому. Но, я вам скажу, если в случае цунами, как бы вроде бы далеко море, но в то же самое время очень близко. Можно видеть, как спасательные машины куда-то мчатся. А вот эти домики. Каждый в своем стиле. Кто-то отреставрированный, кто-то нет. В Лос-Анджелесе, значит, как оплачивать? Вот такая парковка. Модная, сковородная. И такой автомат, который считывает автоматом сам, когда ты припарковался. И когда приходишь, оплачиваешь коинами, либо картой. Модно, просто сковородно. Если хотите купить хот-дог, то надо самим его готовить. Берете булку, она уже разрезана, что берем? Затем, как вы приготовили, выбирайте любую сосиску. И вот такие прекрасные хот-доги в Лос-Анджелесе вы можете сами взять, ну не знаю, на риск, на свой риск и страх. Вот день сейчас, ну, холодно, довольно-таки прохладно, хотя уже сезон лета давно начался. Это в майках, это шуток, это вообще заходит по городу, но прохладно. Сегодня прохладно, вчера была жара, поэтому готовьте, что в LA погода может меняться очень быстро. Ну что, я нахожусь в Диснейленде, в LA. Пошли со мной гулять и смотреть, что здесь за Диснейленд. Значит, когда заходишь по месту контроль-чекинга, где тебе проверяют вещи, и потом, чтобы доехать до самого парка, здесь их два, аттракционный и просто Диснейленд парк, то надо ехать на таком трамвайчике, автобус. Поэтому поехали. Поедем искать ее гномов, где она прячет гномов. Ой, здрасте. Значит, карусельки. Проезжаешь, инсталляции красивые. И это явно для детей. А я еще тут ребенок. Ну, я что, ребенок, чтобы развлекаться, бегать тут радоваться? Конечно, нет. В общем, когда приобретаете билеты, есть функция Lightning Lane. Это, я думаю, что это как бы ты будешь пропускать очередь, но нет, это так не работает. Значит, есть в самом парке зоны, где, например, эта функция не работает, и ты просто стоишь в очереди и проходишь какой-то мини-аттракцион. Обязательно скачивать аппликацию. В аппликации букать. Если ты приобрел этот Lightning Lane, ты букаешь заранее на какие-то тоже экшены заранее, которые именно по таймингу проходят. Ну, не знаю, что там забукали, посмотрим, что там за экшены. Но территория огромная. Вообще эта функция очень неудобная. Почему? Если хочешь попасть, например, на Микки Мауса, то сейчас 4 часа дня, а ближайшее доступное это было, по-моему, на 10:30 вечера. И в этой же Lightning Line в аппликации там на самом деле не так много этих всяких развлечений, чтобы покупать, в принципе, эта функция неудобная. От нее толку, в принципе, ну, ноль. Кроме того, что ты просто стоишь, не будешь стоять в очереди, там, например, час. Не знаю.
что я не ребенок, поэтому пойду кататься на этих лошадках. Ну что, поперли на лошадке. Сейчас поедем. Вот это скорость. Это верное решение, правильное принятие верного решения, на каких каруселях надо сегодня кататься. Yes, yes. Try to go at all times. Be wondering how will we be getting to the hole? Just helping us travel to the world. As all of our stories here begin, 1, 2, 3, following their really wide practice. The other side of the page, Cinderella wished to go to the like прикольно, декорация маленькая, Кстати, в этом году Диснейленд празднует 70-летие. Но если говорить об Universal или Disneyland, ну, наверняка лучше бы, я даже не знаю, что лучше, везде это все детское развлечение. Вот я даже не знаю, где лучше. По мне, если с детьми кто-то ездит, да. Но, не знаю, Диснейленд тут больше такого мультяшного, больше, территория сама больше. Как говорится, up to you. Вот, и значит, видите, стандартно здесь вот Light Me Lane. Это то, что приобретаете и букаете на самой аппликации. Значит, смотрите, если даже вы приобретаете Light Me Line, значит, что мы сделали? Мы забукали на 5:35, а пришли в 5:10. Значит, мы говорим, то есть мы можем ли пройти? Значит, нам говорят, что вы можете прийти только в 5:35 ровно. То есть раньше ты даже не можешь прийти. Соответственно, если там аппликация написана, что ты должен прийти в 5:35, нифига подобного. Заранее ты не можешь. То есть ты можешь прийти в рубеже временном то, что указано в аппликации. В Universal такого не было, конечно. Вот это чуть-чуть мне нравится, потому что пришлось бежать через весь парк. Народу дофигища. Очень много людей. Просто... Я уже малек устал, потому что везде очереди, везде. Хотя при этом сегодня не выходной день, а рабочий день. Понятно, что туристов много. Скажу так, я не в восторге от Диснейленда, может потому что я не ребенок. Короче, кто фанат, тому зайдет. Мне как-то ровно. Такие магазины всякой всячины. О, даже короны. Ну, посмотрим, что здесь развлечение очередное. Kindly step all the way in, please, and make room for everyone. There's no Какая-то страшилочка будет. this gallery, where you see Значит, развлечения реально в Диснейленде для детей в основном. Прикольненько, все так медленно. Декорации классные. Здесь вообще были голограммы, которые вы видите на видео. Я не в восторге, если честно. Может быть, потому что не особо фанат. Но те, кто фанат, им реально понравится Диснейленд. Пойду дальше развлекать. Ля Какаторба. Удобная? Удобная. Микки Маус. Значит, быстро прошла очередь. Быстро Дисней джунгли. I am Skipper Megan. I'm going to be your tour guide, your host, and your son instructor for the next 18 days of 47 lines. Yeah, we guys rock with it. Oh my God! It's our first sign of danger. Everybody say, right here, up ahead is a because there's no irons to iron out the wrinkles. It looks like they ate all of those. We're gonna make a football. Yeah. There's deer over there. Did you know that we have deer here? I have no idea that we have deer here. That's so weird. Не настоящие. What's that talking about before? Искусственные, короче, чучело. Yeah, we always go rats, right, friends? Right? Right? Yeah. Any of these things. Вот такая вот очередь. Это даже с тем приколом, то, что мы купили уже билет. Но сейчас мы находимся
«Пираты Карибского моря». Проедем тоже на очередном аттракционе. Раз уж прибыли, надо по максимуму выезжать. Сидят, там плавают. Значит, куда зашли, не знаю. Выдают такие очки. Типа будет полет. Какой-то 3D, не 3D. Развлекуха. Вот такие вот фэшн очечи. Что-то будет за выступление. Hey DJ, you gotta play that song. Hey DJ. В общем, чтобы вы понимали, за моей спиной вот эта вот гора, она не настоящая, это декор, а это небо настоящее. И когда заходишь, кажется, что как будто бы искусство, но при этом на открытом небе. Прикольно, кстати, очень прикольно, кстати, Микки Маус Ленд. Прикольный декор на самом деле. А вот и такие перчатки, кто фанат может приобрести за 25 баксов. Очень всякой всячине. Просто. Уже наступил вечер, а людей меньше все тут не становится. Могу сказать, что еще больше. Многие ждут какие-то шоу, фотосессии. Ну, короче, не знаю. Я устал. Много везде ходить. Тут, конечно, гораздо солиднее все выглядит. Тут уже рестораны посолиднее, нежели в даунтауне. Ну вот, я нахожусь в Беверли-Хиллз. Сам этот пригород отличается от самого Лос-Анджелеса. Вот этот знаменитый знак Беверли-Хиллз. Пригород конкретно отличается. Я думал, что здесь не будет этих homeless людей, но они здесь тоже, конечно, меньше, чем в Лос-Анджелесе. Но вот это в споте приходит очень много туристов. Даже видно за моей спиной, как фоткаются у знака. Креативно, нету слова. Значит, 4 километра от знака Беверли-Хиллз. И я вам скажу, что район абсолютно по-другому выглядит. Этот абсолютно даунтаун из Голливуд-Хиллз вообще огромный. Тут вот эти, как в кино, у нас снимают улицы. Да, частный сектор. И видно, что он частный. И сектор. Каждый дом ухожен. Чувствуем вайб. А вот и Тесла, Сайбертрак. И, кстати, тут очень много, они все по-разному обклеены. Ну, Беверли-Хиллз, Беверли-Хиллз. Короче, сейчас едем в даунтаун. Посмотрим, чем даунтаун удивляет и почему он настолько популярный. Что же там творится? Красота.
Ты смотришь на Лос-Анджелес, город мечты, кино, технологий, а потом поворачиваешь за угол, и перед тобой десятки палаток, тележки, люди, живущие на улице. Это даунтаун. Здесь небоскребы и бездомные буквально в одном кадре. Как вообще такое возможно в одном из самых богатых городов мира? Это не декорации, это реальность. Мы в интернете видим очень много роликов и видео, но когда ты видишь живьем, эмоции просто зашкаливают, и ты не можешь поверить, что это реальная реальность. Значит, рассказываю, как в Америке снимается машина. Снимается она очень довольно-таки легко, но есть большое но. Когда вы на сайтах смотрите, цена очень дешевая, но так как ты иностранец и не местный, то тебе надо платить дополнительные таксы, то есть это страховка каждый день, и цена от этого увеличивается. Страховка получается в сутки иностранцам $60 стоит. И если берете еще одного дополнительного водителя, $13 в сутки стоит. И еще здесь такая есть функция, что если ты стоишь на красный, и тебе поворот направо, то ты можешь поворачивать направо, даже на красный, если полоса с левой стороны чистая. Поэтому стиль вождения здесь довольно-таки простой, не тяжелый. Но поток машин очень хороший. В основном все машины на газу. Поворачивать нельзя либо направо, либо налево, если стоит знак. Смотря с какой стороны ты едешь. Если стоит знак, что типа ты не имеешь права на красный поворачивать, то ты не можешь поворачивать. А если знака нет, то ты спокойно, даже если красный, просто поворачиваешь. Если нет машины, например, она не едет. Непонятные полосы, я не могу даже вымораживать. 200 мостов. Туда какая ветка непонятная ехать. Например, в Лос-Анджелесе, в Калифорнии есть платные дороги. И арендовал машину, у них есть такие значки, которые уже сразу оплачивают дорогу. На их надо открывать, эти шитки. И потом даже сейчас мы едем ночью, но вечером уже 10 вечера. Машин как было днем много, так и вечером. Но пробки здесь, конечно, в Лос-Анджелесе, правда говоря, огромные. Здесь постоянно где-то надо
прогулка по Голливуду, по аллее звезд. Аллея есть, звезды на ней тоже. Но то, что творится на этой улице, это значит фастфуд, не фастфуд. Это называется шок в шоках, полный. Представлял это себе гораздо по-другому. Эта улица довольно оживленная. Здесь рядом кинотеатр, торговый центр, людей море. Но даже если бы я был бы мировой звездой, и моя звезда была бы тут, я бы, наверное, отказался. Так себе видончик на самом деле. Звезда звездой, а улица, конечно, плохо. Сами закончите в комментариях. А вот и такси подъехало без водителя. Бомбалейла еще там. А вот и Мерлин Монро. Опс, я прикоснулся к Мерлин Монро. Oh yeah, Alaska's airlines departing to the next Это destination. горящие фонари, которые освещают как будто бы ангелы, этот весь город. И они построены были из железа, по-моему, какого-то, и еще чего-то. Они были, короче, неважно. И здесь постоянно очень много туристов, тут даже свадьба, вон проходит. Вот такая местная достопримечательность. Красиво, но только вечером, потому что только вечером они освещаются. И считается, что именно вечером они освещают этот город ангелов. Инсталляция ничего так. Сойдет. А там свадьба? Красиво. Oh yeah, Alaska's airlines departing to the next